Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас будет интереснейший выпуск. Будем делать вот такую эффектную шляпу для торта из обычной вафли и ганаша. А заодно вы узнаете способ, как легко и просто перенести рисунок на покрытие торта. Все точные размеры шляпы и торта есть в описании под видео, а также приглашаю вас подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Для такого декора нам нужно выровнять торт немного по-особенному. Обратите внимание, что он имеет вот такой наклон. Торт выровнен обычным ганашем. Высота нижней части 14 см, а высота верхней части 17 см. После того, как мы выровняем торт вот таким образом, убираем торт в холодильник и приступаем к созданию нижней части шляпы. Для этого я взяла обычную вафлю, диаметр которой 22 сантиметра. Наносим ганаш по окружности вафли тонким слоем. Полностью покрывать ганашем вафлю не нужно, так как эта часть будет снизу, и нам нужно только закрыть кремом края, чтобы не было видно вафлю. Хорошенько сглаживаем гибким шпателем, чтобы это выглядело как можно ровнее. И теперь накрываем ацетатной пленкой. И убираем в холодильник, чтобы ганаш затвердел. После этого переворачиваем вафлю, ацетатную пленку не снимаем. И теперь наносим ганаш, покрывая вафлю полностью, также тонким слоем, но чтобы не было видно вот этих клеток от вафли. Чтобы шляпа получилась легкой, не тяжелой, мы будем использовать небольшое количество ганаша. В таких условиях хорошо выровнять сверху, чтобы она была гладкой, нам не удастся с таким количеством ганаша. Поэтому мы будем немножко хитрить. Мы нанесем вот такую интересную текстуру. Я использую обычную силиконовую салфетку. Она должна быть обязательно чистой. Вот прикладываем сверху и слегка прижимаем, чтобы она хорошо сконтактировала с кремом. И убираем это все в морозильную камеру на минут 15. Ганаш затвердел, и снимаем салфетку. Вот она легко отстает. Ложим на место, переворачиваем. И снимаем ацетатную пленку. И пока ганаш у нас еще холодный, он достаточно твердый. Теплыми пальцами можно пройтись по кругу и сгладить немного края шляпки. Все, выкладываем вафлю на торт. Перед этим смазываем немного ганашем и кладем ровно по центру. Один важный нюанс. Подложка должна быть на 2-3 сантиметра по диаметру больше, чем наша шляпка, чтобы это все поместилось в коробку, если торт на заказ. Для верха шляпки нам нужно собрать маленький тортик в виде полусферы. Я его уже собрала и также выровняла ганашем. Диаметр полусферы снизу у нас 10 сантиметров. Аккуратненько срезаем мастихином и кладем сверху, перед этим также смазав ганашем. Хорошенько прижимаем, чтобы оно хорошо там зафиксировалось. Смотрите, чтобы верхнюю часть положить ровно по центру. После этого окрашиваем весь торт. Я выбрала нежно-розовый цвет, и шляпка у нас получилась немного ярче, так как она имеет текстуру, поэтому здесь цвет немножко по-другому лег. Я окрашивала в 2 этапа. Прошлась один раз аэрографом, оставила немножко, чтобы краска подсохла, чтобы водка выветрилась, и прошлась потом еще раз. То есть в 2 этапа я проделала окрашивание. Оставляем торт буквально на 30 минут, можем в холодильник поставить, чтобы краска вот это немного подсохла. А после этого переходим к рисунку. Для рисунка нам понадобится вот такой скан. Ссылка на этот скан есть в описании под видео. Переходите, скачивайте и также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Для того, чтобы легко перенести рисунок, я использую обычную влажную салфетку. Перед этим ее нужно постирать хозяйственным мылом и прогладить утюгом. Перерисовываем на салфетку обычным простым карандашом.
Салфетка сама по себе очень легкая и почти прозрачная. Это очень удобно вот таким способом переносить рисунки. Посмотрите, как все четко перенеслось. И теперь переносим на торт. Для рисунка нам понадобится капля красителя Эйвори, капля черного красителя и капля красного красителя. Красители можно развести с помощью водки, совсем немножко, небольшое количество. Вот этот цвет нужен только для начинающих. Если вы впервые начинаете рисовать, то чтобы не испортить сразу рисунок, поэтому я рекомендую наносить контуры сначала вот этой краской. На данном торте, если вы сразу начнете рисовать черным и где-то испортите, то придется переделывать все заново. Но там черный очень сложно отмыть. Прикладываем аккуратненько салфетку. Мне не пришлось даже чем-то ее крепить. Она очень хорошо держалась на ганаше. Вот легонько прикладываем. Не надо ничем прикреплять. Она будет нормально держаться. И начинаем наносить контуры тонкой кисточкой цветом Эйвори. Ну, с этим цветом, надеюсь, понятно. Это только для тех, кто начинает. Но чтобы сэкономить время, я дальше буду переносить контуры черным, чтобы быстрее это все было. Но так, надеюсь, вы поняли. Кто не умеет рисовать, начинайте с цвета Эйвори. Я уже прямо сейчас перехожу к черному, чтобы это все было быстрее. Губы наносим красный. Если впервые, значит наносим также Эйвори цвет. Вот, и теперь смотрим. Снимаем салфеточку и вуаля, почти все перенеслось. Ну и нам осталось только прорисовать вот все эти контуры. Хочу сказать об одном важном моменте. Бывает так, к примеру, что торт с ганашем после холодильника появляется конденсат. Обязательно нужно подождать, оставьте его в помещении, чтобы конденсат, не трогайте его, конденсат сам по себе подсохнет через минут 30-40, и только после этого начинаете рисовать. Сразу рисовать ни в коем случае нельзя, рисунок просто не получится, у вас просто все размажется. Вот такой у нас контурный рисунок получился. Ободок на шляпке сделан также из ганаша через насадку. И сверху я прикрепила, украсила шляпу вот такими вафельными цветами. По-моему, они сюда очень подходят. Такой дизайн торта кто-то из девочек скинул к нам в группу. Но там была шляпа из мастики. Но этот декор меня очень заинтересовал, он достаточно эффектный, поэтому я хотела придумать способ, как сделать шляпу, чтобы она была съедобной. Ну и вот такой торт в итоге у меня получился. Надеюсь, вам эта идея тоже понравилась. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Всем говорю до свидания и до новых встреч!